Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я хочу поговорить с вами о разнице между русскими словами. Учить, учиться, изучать и заниматься. Очень часто я слышу, как студенты путают эти слова и говорят, например, «Я учусь русский язык» или «Я учу в университете». Эти предложения неправильные. Так как же сказать их правильно? Давайте вместе разбираться. Начнем с глагола «учить». Он самый популярный. У него есть два значения. Первое значение – это передавать свои знания кому-либо. То есть мы можем сказать здесь: я учитель, и я учу русскому языку иностранцев. Иностранцев – это винительный падеж, русскому языку – это дательный падеж. Здесь обращайте внимание и запоминайте падежи, потому что во всех этих глаголах они разные, и тоже очень часто люди делают ошибки именно в падежах. И второе значение этого глагола «учить» – это много раз что-то повторять, запоминая при этом. То есть мы можем учить новые правила грамматики, мы можем учить стихотворение или учить слова. Также мы можем учить язык. Мы можем учить русский язык, английский язык, испанский язык или итальянский язык. Следующий глагол «учиться». У него тоже два значения. Первое значение – это приобретать знания по какому-либо предмету у кого-то. То есть здесь мы можем сказать: я всегда учусь у лучших учителей. У лучших учителей – это родительный падеж. Или я многому у тебя учусь. Опять же, у тебя – это родительный падеж. И следующее, второе значение – это обучаться где-то. То есть здесь обязательно должно быть место, учебное заведение. Например, я учусь в школе или он учится в университете. Третий глагол «изучать». Его мы будем использовать, когда нам нужно указать на изучение какого-то определенного предмета. То есть изучать философию, изучать русский язык, изучать математику, что угодно. Отличие от глагола «учить» здесь в том, что изучать – это более глубокое погружение в процесс, это более серьезный процесс. То есть, если мы говорим «я изучаю русский язык», это значит, что мы изучаем его серьезно. Мы погружены в процесс, нам это очень нравится, и таким образом мы можем изучать и фонетику, и грамматику, и историю языка. Нам интересно абсолютно все об этом языке. Но если мы говорим «я учу русский язык», то это что-то более поверхностное. То есть сегодня вам нравится учить русский язык, а завтра вам уже не нравится, и вы перестаете это делать. И последний глагол «заниматься». У этого глагола очень много разных значений, но сегодня мы поговорим только об одном, который касается непосредственно учебы. Заниматься – это трудиться или работать интеллектуально. То есть мы можем сказать: я занимаюсь в библиотеке. Это в общем смысле этого слова. То есть мы не знаем, что вы там делаете в библиотеке. Может быть, вы читаете книги, может быть, вы изучаете какой-то предмет. Это в принципе не важно. Мы говорим:
В общем смысле этого слова я занимаюсь в библиотеке. Вот и все. Я надеюсь, что теперь вы не будете никогда путать эти 4 глагола, потому что разница между ними есть, она понятна, мы используем их в определенных ситуациях, которые очень сильно отличаются друг от друга, и поэтому теперь вы можете использовать их без проблем. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на мой канал и изучайте русский язык вместе со мной.